Эй, всем здорово, привет, я тут к себе кофеечку замутил и вам того же советую. Сегодня мы делаем обзорчик вот на такой вот прекраснейший микрофон Fifine AM8. Это хороший бюджетный микрофон, и я не знаю ни одного конкурента, который бы за своих $50 мог бы включать столько же, сколько нам обещает компания Fifine. Рассказываю. Разработчики обещают, что микрофон будет одинаково хорошо работать как напрямую через USB-C и также через XLR, то есть через вашу звуковую карту. Помимо этого, тут указано, что это микрофон с динамической капсулой, Original Detailed Voice, оригинальный чувствительный голос, Controllable RGB Lights, ну короче, тут где-то можно будет управлять RGB подсветочкой, дальше Tap to Mute Button, заглушка одним касанием, Headphones Volume Control. Ладно, не будем стебаться, я вижу уже по картинкам сзади на коробке, тут присутствует внизу подключение через простой обычный джек. Зачем это надо? Вот, допустим, у вас стоит микрофон на столе, вы подрубаете наушнички и на микрофоне делаете звук в наушниках тише либо громче. Помимо этого, тут еще присутствует фишка под названием Real Time Monitoring Jack. Офигенно полезная штука для любого начинающего ютубера либо стримера. Когда вы говорите в микрофон, вы слышите свой же голос в наушниках. При необходимости можете делать свой голос громче, либо тише. Ну и, соответственно, вы будете слышать свой голос точно так же, как это делают ваши зрители. И если вам нравится этот голос, значит, возможно, он понравится и вам. С новым микрофоном Fifine AM8. Ладно, не будем загоняться, протестируем этот микрофончик, как я и говорил, через USB напрямую к компьютеру, через XLR. Проверим, как работает кнопка заглушки, как работает RGB подсветка, как справляется с нагрузками Shock Mount, то есть когда вы стучите по клавиатуре, мышкам, столам и так далее. Проведем тесты с простым голым подключением, потом немножко добавим фильтров. В общем, приятного просмотра, а мы начинаем. И чтобы это видео выглядело еще более профессионально, предлагаю одеть данную маечку с логотипом компании Fifine. Правда, это майка XXXL размера, но ничего, давайте переоденемся. Ля, какой красавчик в новой маечке с логотипом Fifine. Ладно, не будем стебаться. Сходил за ножиком, распаковываем наш микрофон, смотрим, что внутри, и потом проводим тесты. Первое, что нас встречает, буклетик с техническими характеристиками, user guide. Это пользовательская инструкция для того, чтобы вы понимали, что у вас вообще есть в руках. Что мы тут видим? Короче, первое, что нас интересует, схема подключения. Просто можно подрубить микрофон через USB-C и напрямую в USB компьютер. Это мы обязательно проверим. Впереди кнопка, если горит красным, значит микрофон замученный, если зеленым, значит микрофон у нас работает. Дальше у нас подсветка RGB с этой лампочкой, доступны все возможные пресеты. Микрофон Gain, это усиление микрофона, тоже проверим. Рекомендуется микрофон держать от 2 до 6 дюймов, то есть, соответственно, от 5 до 15 сантиметров. Тут инструкция, как настроить звуки через Windows Control Panel и, соответственно, как подключить нам микрофон через XLR кабель к вашей звуковой карте либо микшеру. На самом деле я удивлен, что вообще инструкция присутствует, потому что в 3 микрофонах, которые я до этого покупал, ничего подобного не было. Насколько я понимаю, это ножка, на которой будет крепиться сам микрофон, и она ставится на стол. И видим наш красивый микрофон Fifine AM8. Ладно, достаем его, что мы видим? Да, как я и говорил, микрофон у нас будет крепиться вот к этой вот штуковине, и если вы хотите, вот так вот вы его ставите на стол. Либо, если вы хотите, вы можете взять вот имеющийся ваш вот такой приблуду, я не помню, как она в оригинале назывался, микрофон Armband на английском, а на русском, короче, штатив, и можете его прирубить вот сюда вот сразу к штативу, и при необходимости вешать вот так вот над головой, спереди, как хотите. Вот, что там еще дальше у нас присутствует в коробочке? Собственно говоря, сам провод. Надо посмотреть, может, еще что-то. Нет, больше ничего нет. Ну что, я думаю, первое, что мы сделаем, мы визуально посмотрим данный микрофон. По весу где-то, ну, грамм 150-200. Сверху присутствует вот такая вот ветрозащита. Это не поп-фильтр, это ветрозащита. У меня тоже такая стоит. По идее, дома она особо не нужна. Ну, в общем... Как есть, так есть. Вот такой вот у нас динамический микрофон. Вот тут вот капсула. Самый важный вообще, что есть в этом микрофоне. Насколько я понимаю, эта кнопочка у нас включает подсветку. Это усиление микрофона. Ну и громче, тише. Что у нас тут? Сзади еще какая-то иконочка есть, непонятненько. Ну и как было заявлено, микрофон можете подрубить просто через USB-C и к вашему компьютеру через USB-шку, через XLR к вашему микшеру, либо звуковой карте, ну и тут наушники. А у меня, по-моему, ни одних наушников джеков нет. Надо будет посмотреть.
Давайте соберем, посмотрим, что из этого получится. Народ, рассказываю. Короче, сейчас уже 1:30 ночи. Я последних 5 часов записываю, монтирую видео и поймал себя на мысли, что мне совершенно не нравится звук и тесты микрофона. И я задался вопросом, типа, какого фига? Я смотрю видосы на ютубе, у них все классно, у меня, ну, паршивенький такой звучок, я вставлю вам для сравнения, поймете, о чем идет речь. Начинаю перелистывать инструкцию и ловлю себя на мысли, что да, на картинке все классно, все здорово выглядит, типа, вот, на брошюрке микрофон выглядит так. Ну и, соответственно, я его так само вот и себе поставил. Вот подключил и начинаю что-то рассказывать. Но переслушиваю все тесты, монтирую видосы, понимаю, ну что какая-то жопа, ну вообще не то. Начинаю листать инструкцию, и на инструкции тут есть вот такая вот картинка. Сейчас я вам ее покажу на экране. И понимаю, что, скорее всего, говорить там в микрофон надо не сюда, а критично важно повернуть его вот этой стороной и говорить именно вот сюда. Поэтому вот вам пример для сравнения, как сам стример-ютубер неправильно записывает видосики. И вот вам для сравнения звук, какой был, когда я записал его неправильно, и как я его записал уже правильно. Тестируем. Ну и, собственно говоря, теперь вы слышите мой голос через новый микрофон Fifine AM8. Как и было указано в инструкции, мы его поставили где-то в расстоянии 10 сантиметров от меня. Поставили его на коробочку, на шок-маунт. И по поводу настроек микрофона никаких фильтров, ничего нету. Просто из коробки достали, подключили. Единственное, что я сделал, я выключил гейн, который вот тут вот есть спереди, на максимальный звук. Вот он. И мне стало самому интересно, как же звучит мой голос. Ну а теперь те же самые настройки, но микрофон расположен уже правильно, то есть капсула с самого верха, и я в нее говорю. Выкрученный пульт управления гейна на максимум, на все 100%. Ну и, соответственно, тогда тут у нас получается, если наушники находятся подключены, нам придется вот так вот все включить. И кнопка «Замутить микрофон» находится вот с этой стороны. Сейчас, чтобы все зафиксировать, чтобы вы понимали разницу. Сейчас микрофон расположен правильно, то есть где-то 10 сантиметров от моего рта. И я говорю прямо в капсулу. Сейчас я говорю в заднюю сторону микрофона. Звук должен быть заглушенный. И сейчас я разговариваю так, как это было нарисовано на картинке. Я не знаю, что-нибудь вообще слышно или нет. Возможно, слышно, но дикое эхо. И теперь правильное расположение микрофона по инструкции. Еще небольшой лайфхак, ребят. Смотрите, на фоне у меня включена программа для стриминга. Тут есть индикатор громкости и чувствительности микрофона. По хорошей практике вот эта вот полоска не должна превышать красную отметку. Ну и, соответственно, когда вы говорите, вот видите, я сейчас начинаю ближе придвигаться, она бьет красная. Берем, немножко понижаем потише, пока не перестанет микрофон пикать. Вот это вот оптимальные настройки для стриминга, записи видео. Помимо этого мы можем в той же самой программе OBS нажать на кнопку «Фильтры» и включить гейн усиления микрофона на 3 дБ. Помимо этого можем еще включить компрессию. Вы сами слышите, как меняется звук. И как вишенка на торте включаем Noise Gate. Это шумоподавление. Ну и в принципе получается так. Если бы я, допустим, стримил и записывал бы видео с этим микрофоном, я бы оставил вот такие вот настройки, как вы слышите на данный момент. Дайте мне буквально пару минут, я переслушаю то, что я сейчас записал, и сделаю свои выводы. Итак, подведем результаты первого теста. В принципе, я доволен звуком, который выдает этот микрофон. Единственное, что я заметил, с моей дикцией, с моей речью, с моим тембром голоса очень пробиваются шипящие эсочки, симилианты, по-моему, это так называется. И из-за того, что я нахожусь в открытой комнате, 15 квадратных метров, комната проходная, двери у меня сзади в коридоре нету и в спальне тоже нету, тут мебели почти нету, чувствуется небольшое эхо. В принципе, если подрубить, наверное, какой-нибудь микрофонный предусилитель, преамп, либо врубить просто VST плагины, либо прогнать микрофон через
Banana Voice Master, либо какой-нибудь схожий эквалайзер, звук можно намного сочнее сделать. Но, в принципе, за свои деньги я уже чувствую, что этот микрофон реально топ. Для финальных тестов я подключил данный микрофон к своему DBX286S. Это микрофонный преамп, который у меня подключен, соответственно, к звуковой карте. Звуковая карта подключена к компьютеру. Вот так вот звучит этот микрофон, если в него вложить еще где-то $200. Но вряд ли эта разница заметна. Для следующего нашего теста я выключил освещение, которое у меня присутствует в данной комнате, и хотел вам показать, как работает RGB подсветка. Но столкнулся с проблемой того, что моя дешевая камера, относительно дешевая, не передает всю цветовую палитру. Ну, принцип работы очень простой. Нажимаете спереди кнопку, ну и, соответственно, лампочка меняет цвет. Но вряд ли у вас это будет видно. Хотя нет, может у вас это будет более заметно. Переходим к тестированию функции под названием заглушка. Вот тут вот спереди находится зеленая кнопочка. Сейчас я вам ее покажу. Вот она горит. Если до нее просто прикоснуться, вы, скорее всего, меня уже не услышите. Нажимаем. Опять слышите. Слышите? Замечательно получается. Давайте потестируем, как же работает Shock Mount. То есть это вот такая вот приблуда, которая должна сохранять четкость звука, если вы стучите по столу. Давайте проверим. Ну, я тихенько, потому что все-таки уже время 1 ночи. А теперь давайте пощелкаем мышкой рядом с микрофоном. А теперь немножко побьем по пробелу. ASMR видео. Лайк. Ну что ж, ребят, пришло время говорить финальные слова. Суммарно на тестирование данного микрофона, на запись видео и монтаж я потратил около 8 часов. Как я говорил с самого начала, вряд ли вы где-то найдете микрофон, который стоит $50, и он включает в себя столько функционала. Единственное, о чем я жалею, у меня не было возможности протестировать, как работает управление громкости и мониторинг звука, потому что у меня компьютерные наушники через USB, у телефона AirPods беспроводные, и дома у нас не оказалось ни одних наушников с джеком. В принципе, я уверен, что где-нибудь на YouTube либо в интернете есть уже отзывы от людей, которые проверили, как данная функция работает. Эх, я думаю, на этом можно заканчивать наше видео. Как финалочка, я решил зайти в чат GPT и написать ему: «Привет, я сейчас тестирую микрофон Fifine Ampli Game AM8. Напиши мне текст, который мне прочитать для теста». И он мне отвечает: «Солнце медленно скрывается за горизонтом, оставляя за собой красивые оттенки оранжевого и розового. В этот момент природа замирает, словно задерживая дыхание перед наступлением ночи. Вдали слышен легкий шепот ветра, и тихие звуки природы создают неповторимую атмосферу покоя и умиротворения». Ребят, с вас лайк. Всем пока.